pleasure to be here in Russia. I'm Frank van Alphen from Van Alphen Strawberry Plants and Raspberry Plants. Большое спасибо за внимание. Я очень рад возможности участвовать в этой конференции. И я представляю компанию Van Alphen Plants. I would like to give a short presentation about the important basic things in growing. И моя презентация будет посвящена основам правильного выращивания земляники. Many of us put a lot of work in all kind of crops, in soil and in substrate, but sometimes the simple basic things are forgotten. So that's what I want to talk about. Многие из нас вкладывают огромные усилия в урожай, в почвы, в субстраты, но порой мы забываем об основе, о фундаменте того, что мы делаем, и работа наша может пойти не дать ожидаемых результатов. My name is Frank van Alphen. We have a small, medium-sized business in the south of Holland, and we produce strawberry plants and raspberry plants. Меня зовут Франк ван Альфен. Наша компания – это компания бизнеса среднего размера. Мы производим в Нидерландах рассаду земляники садовой и также малины. In the soil we have basically three systems. It's a frigo crop like that, where you plant in the first year and you only start harvesting in the second and the third year. Что касается почвы, то мы используем рассаду фриго, которая высаживается в первый год, и вы начинаете собирать урожай во второй и последующий третий год. Another system is like that, here below, and then you use a bigger size plant that you can also produce in the first year. You can take out the row in the middle, and then crop in the second and the third year as well. А также такая система может иметь следующий вид. Это нижняя фотография на слайде. Вы видите, что гряда имеет 3 ряда. В средний ряд высаживаются крупные саженцы, с которых собирается урожай уже в первый год. Далее эти саженцы по окончании первого года убираются, и во второй, третий год вы собираете урожай с крайних рядов. This system is a little bit more expensive because you need a bigger plant, more expensive plant, and you need a good watering system. But the big advantage is that you can pick already in the first year at the moment that you want to pick. Данная система является более дорогостоящей, потому что вам нужно покупать более крупные саженцы, которые являются более дорогостоящими, плюс хорошую систему полива. Но преимущество ее заключается в том, что уже в первый год вы собираете высококачественный урожай. These systems you can do both outside as in tunnels. Эту систему можно использовать в открытом грунте, а также в туннелях. And that is the system that we call 60-day crop, which means you plant a plant which is bigger, and after you plant it, about 60 days later, you have your berries. Вторая система, которую мы используем, называется урожай через 60 дней или запланированный урожай. В этом случае вы высаживаете достаточно крупные саженцы и через 60 дней уже получаете первый сбор ягод. This system is used a lot in Western Europe because you can crop during the whole year or the whole season, and you use your soil only for a short period, so you can do it year after year in the same field. Данная система достаточно популярна в Западной Европе, потому что вы можете урожай в течение всего сезона и также использовать одну и ту же почву для дальнейшего получения урожая земляники. Also, this system can be used outside or in tunnels. Эта система также используется как в открытом грунте, так и в туннелях. Then we have the different systems of substrate growing. Далее мы также, что касается субстратов, мы также используем 3 системы. The simplest system is on the right. It's a raised bed with substrate in the top. Самая легкая система, упрощенная система, это нижняя фотография в правом углу. Вы видите, что там используется субстрат непосредственно в гряде. This system is relatively cheap and it's warm, so you're very early in spring. Это достаточно рентабельная система, то есть она недорогостоящая, а при этом она достаточно теплая, потому что, в силу того, что из почвы поступает тепло. The disadvantage is that you still have to be picking on your knees, and
mainly picking on your knees is the biggest disadvantage. Самый крупный недостаток данной системы заключается в том, что сбор урожая фактически происходит на коленях, то есть в замедленном темпе. Then the second system is what we call the tabletop. So that's substrate at 1 meter 20 to 1 meter 40 high. Следующая система в субстратах называется лотки, которые расположены на высоте 1,20 м, 1,40 м от земли. The benefit of this system is that it's very cool in summertime, especially when you have grass on the floor, which evaporates and gives a good cooling when it's hot outside. А преимущество этой системы в том, что климат в оптимальном климате, особенно если внизу у вас высажена трава и такая достаточно прохладная температура, поддерживается в течение всего дня и ночью. And of course here the big advantage is that you pick standing up, so you look at the berries. It's very easy and fast to pick, and the people like to work there. И плюс оптимальные условия для сбора урожая, потому что урожай собирается стоя, фактически ягоды находятся на уровне ваших глаз, а вы видите, какие ягоды уже готовы к сбору, и это достаточно быстро. This is both being done in tunnel and without tunnel. И данная система также используется как в туннелях, так и без них. And then the most sophisticated system, the greenhouse, it's a little bit the same, but it's very sophisticated, so you can heat, you can steer your climate completely. И самая сложная современная система – это, безусловно, теплицы, где вы можете регулировать климатические условия, то есть создавать оптимальный температурный режим и так далее. It's of course very expensive, but the yield per square meter is very high. Plus you can produce very early and very late in the year when usually the prices are better. Это достаточно дорогостоящая система, но при этом у вас будет очень высокая урожайность, и качество ягод будет высоким, урожайность высокая на квадратный метр. Более того, вы можете собирать урожай как в начале сезона, так и в самом конце сезона, когда цены на ягоды достаточно высокие. Then I want to talk a little bit about the basics for every system. If it's inside, outside, soil or substrate, doesn't matter. These are the things you need to think about. Далее я хочу поговорить о базовых требованиях, которые равносильны для обеих систем, неважно, работать вы с открытым грунтом, туннелями или теплицами, то есть той основе, тех основных требованиях, о которых ни в коем случае нельзя забывать. Think very well about the system you choose. Choose for a system that suits you as a person, your company and your market. А первое, нужно хорошо продумать ту систему, с которой вы готовы работать, как лично вы, так и ваша компания и рынок. I'll also talk about the water, the variety, planting and during the growing. Let's move to that. И я скажу также несколько слов о поливе, о сортах и о посадке. What's very important, and in many cases underestimated, people don't think well enough before they start, water. Первый исключительно важный фактор, и фактор, который зачастую игнорируется, это полив. Of course, there must be enough available at any moment, especially when it's hot. Sometimes there's not enough water, and then you need it. Безусловно, у вас должно быть достаточное количество воды на полив, особенно это актуально становится в жаркие месяцы. Then you need to think well about the way to apply the water. So down here you have the simple system with the sprinklers. Далее нужно продумать систему подачи воды, каким образом вы будете ее обеспечивать для растений, будут ли это спринклеры или другие системы. The good thing is that it's relatively cheap and relatively easy. Преимущество спринклерных систем заключается в том, что они легки в установке и недорогостоящие. The disadvantage is that you need a lot of water, and you make your crop wet all the time. You have to give water, which is sometimes bad. Недостаток заключается в том, что вам нужно много воды для обеспечения надлежащего полива, и его нужно производить на постоянной основе. And then the next step is drip irrigation, which is used outside most of the time. Следующий вид системы – это капельный полив, который, как правило, используется в открытом грунте. And of course, you don't have to make the plant wet, and you save a lot of water.
Безусловно, его преимущество в том, что вы можете экономить воду, потому что идет строго нормированная ее подача. And another big benefit of this system is that you can bring fertilizers or, if needed, chemicals straight to the plant. И еще одно преимущество в том, что если вам необходимо внести удобрения или питательные вещества, вы обеспечиваете их доставку фактически напрямую, используя подобные системы. And then the third system is the sophisticated drip system, which is usually being used in greenhouses and tabletops. И следующая система капельного полива – это современная система, которую вы видите на третьем снимке. Как правило, она используется в туннелях и в теплицах для субстратов. In this system, the small nozzles you see there, that's a pressure compensation, that's a small valve. And that helps that when you turn on the water for a short time and you turn it off, that the whole line gets the same amount of water. Преимущество этой системы в том, что здесь используются специальные клапаны с регулируемым давлением, которые обеспечивают равномерное распределение воды по всей системе. When you use a cheap system and you have long rows, your plants in the front will always have much more water than the plants in the end. Если вы используете дешевую систему, у вас достаточно длинная гряда, то у вас растения впереди получают слишком много воды, а те, которые сзади, соответственно, недополиваются. And then, of course, what many people forget is the quality of the water. Very important, especially in substrate, but also outside. И, конечно, необходимо учитывать качество воды. То, что опять фактор, который также зачастую игнорируется, это актуально как для открытого грунта, так и для субстрата. If you have too much content of certain salt types or too much nutrients, you cannot steer the crop, and you can even have damage in the crop, which you will not understand. That's probably because of your water. Если в воде, в составе воды слишком большое количество соли или не надлежащее количество питательных веществ, то вы можете получить недостаточно хороший урожай или даже нанести ущерб уже существующему. Variety decision, very important to choose the right variety. I will not discuss any varieties now, but it's important to think about it. Следующее – это вопрос, который необходимо тщательно продумать. Это, конечно, тот сорт, с которым вы хотите работать. Я не буду подробно останавливаться на сортах, но тем не менее этот вопрос необходимо тщательно обсуждать. So what's important is it direct sales. If you go fast to the customer, you want the best tasting strawberry. Shelf life is a little bit less important. But when you go to the supermarket, shelf life is extremely important. And how the berry looks and maybe taste is a little bit less important. Что здесь нужно учитывать при выборе сортов? Это тот тип продаж, который для вас оптимален. Если это прямые продажи, и вы поставляете быстро напрямую своему покупателю, своему клиенту, то, конечно, самое важное в качестве – это вкус. Лёжкость ягоды отступает, скажем так, на второй план. Что если вы поставляете в супермаркеты, то, конечно, у ягоды должен быть наилучший внешний вид, отличная лёжкость, а вкус чуть менее важен. And of course, it's very important when you want to produce your berries. There's all kind of varieties, early, middle, late, ever-bearing varieties. There's a lot of varieties presented here by me and my colleagues, so you can always ask about it. И следующий вопрос – это, конечно, когда вы хотите получить свой урожай. Здесь представлены огромное количество сортов. Это и раннеспелые сорта, среднеспелые сорта, ремонтантные и так далее. Я и мои коллеги готовы будут с радостью ответить на все ваши вопросы по сортам. This is another very important basic thing, which is many times not being done correctly. Sometimes you see beautiful fields, nice structures, and then people put the plant too deep or too high. Еще один основной аспект, которому необходимо уделять важное внимание, это посадка. Иногда вы приходите на поля, которые отлично обустроены, имеют великолепную структуру, но при этом вы видите, что посадка саженцев произошла ненадлежащим образом, то есть он либо слишком углублен, либо наоборот корни находятся на поверхности. Sometimes you come at fields and this is the way it should be planted, so the roots in the soil, the leaves outside, and the crown of the plant at soil level.
Надлежащая посадка саженца выглядит следующим образом. Корни должны находиться в земле, листья, соответственно, на поверхности, и верхушка, то есть находится тоже даже на поверхности. Sometimes you see plants like this, and then the grower says, yeah, but then they're well in the ground and they don't dry out. That's true, but it's the same that when you put us as a human under the water, like above my nose, and I can't breathe. Иногда вы видите, что посадка происходит слишком глубоко, и аргумент фермера состоит в том, что таким образом растение не высохнет. Это, безусловно, так, но мы можем сравнить это с собой. Если нас поместить под воду, включая нос, мы фактически не сможем дышать. And then, of course, too high, that's logical, the plant will fall over or it will dry out. Если, наоборот, саженец сильно торчит из земли, включая корневую систему, мы понимаем, что он будет в нестабильном положении, постоянно наклоняться, и урожайность на таком саженце будет не очень хорошей. And the last one was the roots. Sometimes people have the roots in a knot and then just push them in the soil. But it's very important that the roots are well stretched in the soil and then pressed well, that the soil is connected to the roots. И далее это, конечно, расположение корней. Иногда мы замечаем, что при посадке саженцев корни фактически находятся в узле. Это неправильно, корни должны быть расправлены, находиться вертикально для оптимального контакта с почвой. This is extremely important. You all buy very expensive plants with us, and then in the first day you plant them, everything can be destroyed. Это очень важный аспект, потому что вы можете вложить большие средства в хорошие высококачественные саженцы, неправильно их посадить, и все ваши инвестиции пойдут на смарку. Another important thing is to make sure that the correct treatments are done, if it's done either chemically or biological, but you need to do the right treatments that the plant need. Следующий очень важный аспект – это питание ваших саженцев, то, какие удобрения вы используете. And nowadays we work more and more with root stimulants, and that helps because if the plant has a good strong root, it can absorb always enough water and food, but it can also protect itself better when it's healthy through a healthy root system. Сейчас в Западной Европе используются стимуляторы корней, потому что мы понимаем, что если у растения сильная корневая система, он будет усваивать необходимое количество воды, питательных веществ и, соответственно, сможет себя защитить от тех или иных негативных факторов. When we are growing, it's very important, of course, to look at the water, that the amount of humidity is good. That's always in the soil and substrate. And sometimes people think, I must be safe, so I give a little bit more, because then I'm always secure. But too much water is dangerous. Когда мы осуществляем полив, безусловно, необходимо мониторить увлажненность почвы для того, чтобы она действительно была надлежаще увлажнена. Но и это касается как почвы, так и субстрата. Но при этом порой фермеры говорят, что лучше лучше себя обезопасить и полить чуть сильнее. Но на самом деле это не совсем верная стратегия. Another important thing is the fertilizers or the nutrients that the plant has. We used to look at potassium, nitrate and phosphate. Далее, те питательные вещества или удобрения, которые вы используете, обычно на что мы обращаем внимание, это на азот, калий и фосфаты. For example, all the trace elements like copper and iron and manganese, they're all very important for the structure of the cells in the plant and the resistance of the plant against enemies. Однако другие микроэлементы, мониторинг других микроэлементов также очень важен. Это касается в том числе металлов, меди, железа и других, то есть тех металлов, которые отвечают за структуру клеток, за устойчивость растения к заболеваниям и другим негативным факторам. When everything is in a good balance, you will have your best growing plant with your highest yield, but also your best quality berry with the best shelf life and the best taste. Когда у вас хороший баланс, оптимальный баланс элементов в растении, у вас будет хороший урожай, высокое качество ягод с великолепной лёжкостью. It's important also to check sometimes inside the plant and not only in the soil, because you never know if the plant really absorbs all the things that are in the soil.
Если вы проводите анализы, нужно это делать не только с почвой, но и с самим растением для того, чтобы понимать, насколько хорошо растение усваивает те или иные нутриенты. Then something about pests and diseases. That's something that's also many times forgotten or acted too late. So people start doing something when they see a problem, but usually when you see the problem from 2 meters, it's already a big problem. So we call that scouting. Go in the field and look closely. Еще один очень важный аспект – это мониторинг фитопатогенов. Очень часто мы замечаем, что на фермах предпринимаются действия, когда уже ущерб заметен невооруженному глазу, то есть в тот момент, когда сделать что-то фактически поздно. These are the most important animals that you will find, and that can give you big damage. One of them is red spider. You will find these on the bottom side of the old leaves. И приведу примеры нескольких насекомых, которые наносят на максимальный ущерб землянике. Один из них – это паутинный клещ, которого вы можете найти на оборотной стороне листов, увидеть. Then aphids, they are usually, you can find them on the youngest leaves. They are important to watch because they transfer diseases and they make wounds in your leaves. А следующее насекомое – это отлявы. Ее можно заметить на молодых листьях. Очень важно мониторить ее наличие, потому что это насекомое является переносчиком заболеваний и также сильно повреждает листья. When you have too many of these, also your berries can become sticky. There can be something like a sticky layer on the berry, and people won't like to eat it. А если на растениях большое количество тли, ягода становится липковатой, в таком фактически в липком слое, и, соответственно, клиенты навряд ли захотят ее приобрести. The next one is thrips. It's the small animal over there. Следующее насекомое – это трипс. You can find it in the flower. You need to open up the flower a little bit and look very closely. Or you can take out the flower and try to empty it on your hand. Его можно найти в цветках, а цветок нужно приоткрыть и исследовать его на близком расстоянии. Или фактически его расщепить на небольшие части. These are quite difficult because you don't see them. If you don't look closely, you don't see them. And they can do a lot of damage. They will make a brown reddish like leather shade on your berry. But when you see that, the damage has been done 3 or 4 weeks before that. Очень сложно рассмотреть трипса, потому что его нужно мониторить с близкого расстояния, но это то насекомое, которое также наносит очень сильный ущерб вашему урожаю. И, как правило, когда вы видите уже такую коричнево-красноватую окраску у плодов, это говорит о том, что трипс находится на растении как 3-4 недели. Then we have the blossom weevil, which is a small beetle with a long nose. This can destroy your flowers. I'll show the next picture right away. Следующее насекомое – долгоносик, который уничтожает цветки. This little weevil puts its egg just below the flower, and then you see a small black puncture in the stem, and the flowers just fall off. They hang like this, or like this, and it can do 20, 30, 50, 70% damage in a good crop. Долгоносик откладывает яйца около цветка, и можно заметить у завязи черные точки, способен уничтожить от 20 до 70% вашего урожая. For all of these pests, there are sometimes some chemical solutions, but there are also always biological solutions. Для борьбы с этими паразитами существуют как химические продукты, элементы, так и можно с ними бороться и биологическим способом. In all of these, you can only do something, you can only save your crop if you look early enough and act early enough. Но при этом хороших результатов в борьбе с ними вы можете добиться только если предпринимать меры своевременно. What I said in the title, do and don't in the soil crop. Important, simple things to do when you grow in the soil. Most important, pick the best field.
Если говорить о за и против при выборе почв, то плюсы за состоят в следующем. Нужно выбирать наилучшие оптимальные поля с хорошей почвой. You need to look at the history that there's not been many times strawberries, but for example, potatoes is very bad because they transfer a fungus disease, which also kills your strawberry. Во-первых, нужно отслеживать историю, как ранее использовались данные поля. Вы знаете, что картофельные поля в анамнезе, скажем так, они не оптимальны для выращивания клубники, потому что в почвах могут быть заболевания, которые уничтожат ваш урожай клубники. So you need to check for all these kind of things: nematodes, fungus, the food levels, and the structure of the soil. Иными словами, нужно провести мониторинг всех следующих аспектов. При выборе полей это нематода, грибковые, наличие грибка, pH почвы, нутриенты и также подготовка полей. Your best field will make you money, otherwise you won't. Хорошая почва, хорошее поле позволит вам заработать деньги, а в обратном случае все будет наоборот. If you have a good crop and you make simple mistakes, it's lost. One of the things growers like to do is to save on plants because, oh, my plant is so expensive. But if you have a good plant in a good field and you pick 1 or 2 berries per plant more, everything is paid. Очень часто производители земляники допускают достаточно простые ошибки, которые не позволяют им получить хорошую урожайность. А первое – это экономия на рассаде, то есть выбор менее качественных саженцев. Иногда нам кажется действительно, что мы складываем чрезвычайно большие инвестиции в рассаду, но подумайте о том, что наличие, то есть плюс 1 или 2 ягоды на саженец позволит вам полностью окупить затраты этого саженца. Never ever work in wet soil. It will destroy your structure. And that's the most important thing you have. Никогда не работайте с чрезвычайно увлажненными почвами, потому что они полностью разобьют, нивелируют вашу структуру. If you work under bad conditions, it can take years before the structure is recovered again. Если вы начинаете работать в почве с плохими условиями, у вас могут идти года на то, чтобы почва полностью восстановилась. The last one looks simple. Don't forget to cover for frost at nights. But in spring, if you don't pay attention and it's 1 degree colder than what you expected, you can lose a lot of your crop, so pay attention. Следующий аспект кажется достаточно легким, то есть не забываем о покрытиях на случай заморозков по ночам, но тем не менее, если температура падает на градус ниже, помните о том, что это может самым негативным образом сказаться на вашем урожае. And then the same for strawberry growing, the things you need to do. И следующее, что нужно делать, то есть какие за. The first thing is always be there. When you have a crop in the field, you can go away for 1 day or 2 days when everything is okay. It will be fine when you come back. But in substrate, things can go wrong in 1 or 2 hours. Первое – это, конечно, ваше постоянное присутствие непосредственно в месте выращивания урожая. Если вы выращиваете урожай в открытом грунте, и все идет хорошо, вы можете уехать на день-два, ничего не случится. Если вы работаете с субстратом, даже ваше отсутствие в течение часа может нанести непоправимый ущерб. Find the right climate. And I mean by that, don't just trust on your computer and set it for the rest of the week, because your weather conditions change all the time. And you need to be there and change things. If the sun comes up, if the wind gets stronger, you need to pay attention all the time. Следующее – это обеспечение оптимального климатического режима. Не доверяйте всю работу своему компьютеру. Вы понимаете, что погода меняется фактически ежечасно, выглядывает солнце, повышается температура или слишком сильный ветер. Все это может влиять на состояние ваших растений, поэтому делайте, если обеспечивайте климатический режим не только автоматизированно, но и мониторите его лично. In substrate, very important, measure. Measure what goes in and measure what comes out in the amount of water and what's in the water. And especially if you measure what goes in and measure what goes out,
you can know how much the plant is drinking and how much the plant is eating. Далее, и при работе с субстратом это постоянные измерения количества воды, которое поступает в субстрат, и количество воды, которое выходит, а также состав воды. Эти анализы позволяют вам понимать, насколько хорошо растение усваивает питательные вещества и насколько интенсивно идет рост. Very important is to put alarms in your system. Substrate crops are always very expensive crops, and when a pump breaks down or the electricity is gone for 1 or 2 hours, your complete investment can be destroyed. Следующее – это использование специальных систем тревоги или оповещения. Выращивание земляники – это достаточно дорогостоящий процесс, поэтому если что-то происходит с вашей системой полива, например, или отключаются какие-то другие системы, час или два таких аварий могут, опять же, на нет свести весь ваш урожай. What you should not do in substrate, and I don't sell peat, so this is not for me. The next one is, but this one isn't. Don't buy cheap peat when the peat does not have the right content of air and water or the right balance. Your crop will never work. Следующее, при работе субстрата, это обязательно нужно учитывать качество торфа. Не покупайте тяжелый торф, потому что если ваш торф не имеет достаточное количество воды и воздуха, то есть баланс воды и воздуха нарушен, опять же, это не позволит получить вам хороший урожай. There's a lot of difference in price in peat, and the good companies know how it has to be, and they make sure that it is like that. And there's a lot of companies offering peat with all kind of mixtures, but when it's not right for strawberries, it will cost you a lot of money. Цены на торф различаются кардинально. Хорошие качественные компании знают, какой состав должен иметь торф и гарантируют его высокое качество. Многие компании лишь заявляют о высоком качестве, но при этом оно в реальности не соответствует тому, что указано на маркировке. The same as in outdoor growing, make sure you have the right plants, so don't buy wrong plants because they're cheaper or that's just what they had. You need the right plant for a substrate crop. And also there, it's the money you put in. If you have the right material, you will always get more money out. И далее это, конечно, выбор рассады. Не экономьте на рассаде, не покупайте дешевые саженцы. Это касается и субстрата, и открытого грунта. Думайте о том, какого результата хотите получить. А здесь экономию нужно исключить. Do not only trust on the computer. When you always need to look and be a grower and be in the plants and look at the peat and the plants, and don't only do it from your laptop or your smartphone. Не доверяйте только своему компьютеру, не отслеживайте показатели в автоматическом режиме, делайте визуальный мониторинг лично. Это касается и качества торфа, и, конечно, состояния самих растений. One last mistake. Don't give too much water on dark days. Many people have the setting from today. The sun is shining. They start in the morning at 7 o'clock watering. The next day there's no sun, and they always give too much water. Be careful. И последний совет: не заливайте растения в темные дни. Иногда мы ставим установки в солнечный день, на следующий день солнца нет, а объем подаваемой воды сохраняется. Для растений это гибельно. Everything I said before might sound very logical and simple and maybe stupid that I say it, but it's the basic, it's the foundation of your crop. If you make the mistakes here, it will never work. Все, о чем я сегодня говорил, покажется вам, наверное, очень легким, логичным и даже глупым для упоминания, но это тот фундамент, на котором вы будете строить свое здание. Если фундамент у вас не прочный, ваше здание не выстоит. Me and my colleagues, we all like you to be very successful here in Russia. We can sell a lot of plants. Everybody's happy. Мы с моими коллегами желаем вам всяческих успехов, готовы поставлять свою рассаду в Россию и надеемся, что сотрудничество будет взаимовыгодным. That's it. Thank you. Thank you very much, Frank. Any questions or? Давайте два вопроса буквально возьмем. Нет у нас особенно времени. Есть вопросы в зале? Нет? Замечательно. Тогда в кулуары вопросы переносим. Есть вопрос, да? Привет, Франк. Вопрос следующий. Значит, если мы берем рассаду короткого дня Фрига А++ или Б, разница в цветоносах понятна.
Значит, и в цене понятно. Хорошо. Разница в нейтральных сортах, в ремонтантных. Значит, рассада больше или меньше? Большая стоит дороже. В чем ее плюс? В большей рассаде, вот фрига, именно ремонтантной. Потому что разница в цене приличная. Да. In June berries, the size is, of course, immediately the amount of berries that you can pick from that plant, and therefore there's quite a big difference between small and big plants in June berries. Да, вы абсолютно верно говорите, что касается ранних сортов, а то там разница в зависимости от размера саженца может быть очень большой, потому что это напрямую от этого зависит, когда вы начнете собирать урожай. In everbearis, the price between smaller and bigger plants, the difference is usually not so big. Но при этом Фрэнк говорит о том, что касается ремонтантных сортов, то обычно там разница небольшая. The price difference, yeah. Разница в цене, как правило, не очень большая. To choose in an everbearer for a smaller plant or a bigger plant is usually the pattern during the year you want. If you start with a bigger plant, you can have a quicker start. Usually it's a little bit more uneven after that, and the plant can get a bit tired end of the year. И при выборе того или иного размера нужно ориентироваться на то, когда вы хотите получить пиковую урожайность. То есть, как правило, с более крупными саженцами у вас будет хорошая урожайность в начале, но к концу сезона растение фактически устает. So in a smaller plant you have a slower start, but the plant is better in balance, so you'll get a more even, more stable crop after that. А что касается меньшего размера саженцев, то у них урожайность более стабильна, то есть они медленнее начинают, но при этом на протяжении всего сезона вы будете получать предсказуемый объем. Many growers have a June bearer first in the year, and then they start with a small grade everbearer that brings the crop after the June bearer. When they don't have June bearers and they want a quick start in the beginning, sometimes they start with a bigger plant. Многие производители, земляники, начинают с раннеспелых сортов и покупают тогда ремонтантные саженцы маленького размера, то есть для того, чтобы получить первый урожай после того, как раннеспелые сорта заканчивают плодоносить. А если у них нет, если они не работают, соответственно, с раннеспелыми сортами, они, наоборот, покупают более крупные саженцы ремонтантные и для того, чтобы в начале уже сезона получить больший объем. Ответил я на ваш вопрос?